Из этого выпуска вы узнаете, что ждет рубль в марте этого года, также что происходит сейчас на Мосбирже и стоит ли покупать евро, а также доллары. Друзья, всем привет, и вы на канале Древо Инвестиций. Не теряя времени, переходим к теме. Итак, в данный момент предсказать, что будет с рублем в ближайшее время из-за санкций, крайне сложно. С одной стороны, за неделю национальная валюта подешевела на 29,3%, чего не случалось еще ни разу в обозримой истории. Но рубль уже отыграл 25,5% и имеет все шансы на продолжение позитивной динамики. В первые дни после начала войны на Украине рубль обвалился, и в наиболее низкой позиции он был 7 марта. Доллар тогда стоил примерно 155-156 рублей за 1 доллар. Естественно, основная причина заключается во введении Западом санкций, среди которых по валюте сильнее всего ударил запрет на реализацию активов Центрального банка. Центробанк не попал в блокирующий СДН список, как в прошлом это произошло с активами Ирана и Сирии, но в то же время средства оказались заблокированы в США, Канаде, Великобритании, Японии, а также Евросоюза. Таким образом, резервы Центрального банка в иенах, долларах и евро оказались полностью заблокированы. Как результат, у России фактически не осталось возможности контролировать стоимость рубля на Форекс привычными экономическими методами. И как результат, крупнейшие инвестиционные брокеры отреагировали понижением суверенного рейтинга России, отражая высочайшую степень финансовых рисков при ведении бизнеса с Россией. Так, Fitch Ratings присвоил России рейтинг С, у которой технически начался дефолт или процесс подобный дефолту. Также аналитическое агентство Moody's проскочил сразу 6 ступеней и присвоил стране рейтинг B3. Он считается минимальным при сохранении шансов на инвестирование. И аналитические агентства S&P пошли дальше и 4 марта присвоили рейтинг России тройное С с минусом, демонстрируя прогноз на дефолт в стране. А председатель Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин отметил, что у Центрального банка все еще остались несколько рычагов влияния. Это дальнейшее повышение процентной ставки, она сейчас выросла до 20%, и тотальный контроль над потоком финансов в России, который также реализуется в полной мере. Итак, по указу Путина экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки за рубли, а отток капитала за границу существенно ограничен. Также любые валютные операции на данный момент производятся с комиссией в 12%. Сейчас посмотрим, что происходит на московской бирже. После падения акций на 45% в начале развития конфликта, торги на Мосбирже были остановлены. Это было сделано, чтобы не усугубить ситуацию и не вызывать окончательное обрушение российского фондового рынка на фоне того, что инвесторы понесли убытки. Для примера, акции Сбербанка подешевели более чем на 95%. Такие потери провоцируют резкий виток продаж и дальнейшее падение цен. Также российским финансистам запрещено торговать за рубежом. Отечественные инвесторы потеряли все вложения за рубежом и не могут произвести никаких манипуляций со своим пакетом акций. Также санкционное давление усиливается. Риски полномасштабного отключения SWIFT делают практически невозможной оплату счетов и получение прибыли при взаимодействии с западными партнерами. И хочу сделать важное дополнение. Это то, что ФНБ планирует вложить 1 триллион рублей после нового открытия Мосбиржи, когда это произойдет. Но фактически фондовый рынок на территории России практически парализован и в ближайшие пару лет вряд ли восстановится, что негативно влияет и на курс национальной валюты. На примере покажу, что когда был кризис 2008 года, России понадобилось почти 2 года, чтобы восстановиться до кризисных максимумов. А сейчас падение выглядит гораздо больше, и я даже не знаю, сколько России понадобится времени для восстановления. А сейчас поговорим, что может ожидать рубль в марте. И на данный момент предсказать реальное развитие ситуации практически невозможно. Ежедневно стоит ждать свежих новостей, потому что есть достаточно много факторов, которые повлияют на динамику курса в марте 2022 года. Например, министерская встреча ОПЕК+.
Также растущие цены на энергоносители оказывают существенную поддержку рублю. Единственное, что может изменить ситуацию на рынке нефти, это сбор членов ОПЕК и изменение объемов добычи нефти. Но на данный момент предпосылок к этому не привидится. Также на рубль может повлиять повышение ставки ФРС, которое должно состояться 16 марта. И в этот день регулятор США определится с изменением ключевой ставки, и это напрямую повлияет на стоимость доллара и как результат косвенного изменения курса рубля. Ну и конечно же изменение ставки Центрального банка, которое должно состояться 18 марта. В этот день Центробанк планирует повысить ключевую ставку. Теоретически это должно укрепить рубль, но я подозреваю, что эффект нивелируется растущей инфляцией. И несмотря на то, что рубль смог отыграть почти 26%, вполне вероятно, что к середине месяца нас валюту ждет ослабление. Однако нельзя сбрасывать со счетов риск введения новых санкций, которые поступают каждый день. Поэтому основным определяющим фактором, определяющим, что будет с рублем в ближайшее время, будут новости. А чтобы следить за ними, подпишитесь на мой канал, так как на нем я освещаю новости фондового рынка. И в данный момент, если вы думаете, стоит ли сейчас покупать евро и доллары, я вам отвечу, что категорически нет. Стандартом инвестиционной практики является ожидание стабилизации рынка. И на данный момент их лихорадит, и невозможно достаточно достоверно предсказать, в какую сторону продолжит меняться стоимость. Поэтому наиболее разумное решение – это занять выжидающую позицию. И по моему мнению, достоверный прогноз можно будет обеспечить не ранее конца этого месяца, когда прояснится ситуация на Мосбирже, в ОПЕК+, ФРС и Центрального банка. Если вам интересен прогноз по курсу доллару, то пройдите по этой подсказке. В нем я рассказываю, на каком примерно уровне должен задержаться доллар. Также скажу пару слов о дефолте. Если вам интересна эта тема, то можете посмотреть это видео, в нем я рассказываю поподробнее о техническом дефолте России. Ну а коротко скажу, никто доподлинно не знает, что будет с рублем в ближайшее время из-за санкций. По этой причине аналитик из JP Morgan заявил, что России грозит дефолт. Однако прежде чем паниковать, стоит учитывать, что крупнейший американский банк подразумевает не классическую разновидность. Дефолтом называется ситуация, когда сторона не может рассчитаться со своими долгами. Обычно это возникает из-за того, что экономика страны разрушена, и в нее фактически не остается средств для оплаты кредиторам. В случае с Россией в 2022 году действительно существует риск дефолта, но технического. Это означает, что страна фактически не может расплатиться из-за того, что у нее нет возможности перевести средства. Правительство страны уже заявило, что если из-за санкций разорвутся отношения с представителями западного бизнеса, их оставшиеся активы вполне вероятно будут национализированы. И в таком случае, независимо от того, что будет с рублем в ближайшее время, экономика России выдержит. Ну и под конец, если все суммировать вышесказанное, из-за санкций ситуация на финансовом рынке крайне нестабильна. Рубль уже не вернется к показателям января 2022 года, но и дальнейшего обвала вплоть до критических показателей ждать пока не стоит. Центральный банк применяет эффективные меры противодействия и постепенно ситуация стабилизируется. На данный момент капитализация любой из российских компаний выше совокупной стоимости акций на лондонской бирже. Это гарантирует отскок в стоимости акций. И это послужит дополнительной поддержкой рубля. И на этом, если вам было интересно и полезна эта информация, то порадуйте меня лайком под видео и не забудьте подписаться на мой канал. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока.